День 1939. Алекс на связи. Для создания умной дачи, конечно, лучше выбирать самые надежные решения, потому что доступ к ней может быть там сильно ограничен, она может находиться довольно далеко, и если что-то перестанет работать, не всегда может получиться приехать и там что-то исправить. Потому что если в доме или в квартире, там чаще всего сам находишься и можно что-нибудь починить. Поэтому важно и чтобы связь была там через интернет более-менее надежная. И возможности этой связи тоже были без ограничений. Потому что если просто установить на сервер какой-нибудь операционную систему, например, то не факт, что удаленно будет и к этому серверу доступ. Потому что, возможно, нет способа получить там белый IP-адрес для того, чтобы подключиться. Ну и нужны какие-то другие варианты подключения к этому серверу. Ну и также с устройствами, они в принципе должны быть довольно надежные, должна быть возможность дублировать эти устройства. Например, если сделать какой-нибудь проводной датчик температуры и установить в определенном месте, может оказаться, что выйдет и там сервер центральный, или там связь прервется с ним. Может быть, там какие-нибудь животные погрызут провода. Тоже может быть такая сложность. Ну и нужно обеспечить, чтобы были какие-то дублирующие датчики, чтобы можно было понять, что, например, если один датчик перестал температуру отправлять, но всегда можно было переписать на другой датчик какой-то сценарий, например, отвечающий за отопление. Ну, по крайней мере, это важно, конечно, в первую очередь с такими более энергоемкими вещами, там, конвекторами, обогревателями, чем там, с лампочками или другими какими-то такими устройствами. Ну и очень важно все-таки использовать максимально проверенные решения с точки зрения софта. Ну, сейчас я сделал так, чтобы при автоматизации на даче у знакомого мы там тоже настраивали вариант работы на сервере Orange P3 и выбрали, в общем, там самую последнюю версию операционной системы Linux, не стали какие-то другие варианты рассматривать. И на этом сервере была выбрана версия Linux с десктопом, для того, чтобы можно было подключиться удаленно и что-то там настраивать, как-то запустить, поизменять. Но сейчас нет нормальных приложений для того, чтобы подключиться к рабочему столу, и фактически этот вариант уже не работает. По SSH нет возможности подключаться с интернет, нужно какие-то другие варианты рассматривать. Ну, поскольку используется роутер Kinetic, у него есть возможность пробросить порт, ну, там не любой, там в основном это HTTP, HTTPS до любого устройства. Ну, и сделали так, что установили специальную утилиту на этот сервер Shell Inbox. Она позволяет через веб-браузер подключаться и полноценно управлять операционной системой. Ну, например, я через нее без всяких проблем обновления устанавливал на этот сервер, там Home Assistant переустановил несколько раз, там полностью сносил, даже Zigbee MQTT обновил. То есть в целом все работает, можно полноценно через эту оболочку нормально работать. Там запустить можно также файловый менеджер, ну, в основном это Midnight Commander, и через него там можно видеть все папки на этом сервере, в общем, копировать файлы, и даже редактировать файлы позволяет эта оболочка без всяких сложностей. Ну и конфигурационные файлы какие-то изменить, потому что, например, стоит Home Assistant и версия не supervised, то нет возможности как-то там переконфигурировать некоторые файлы. И нужно будет именно через оболочку подключаться, через Shell, и там уже настраивать. В качестве системы умного дома используется Home Assistant. К нему тоже доступ также через Kinetic предоставлен, то есть можно зайти удаленно, все там понастраивать, все сценарии можно переписать. Сейчас Home Assistant в последних версиях довольно неплохо сделан редактор всех там визуальных элементов и скриптов, что можно там скопировать и вставить, например, куда-то без всяких сложностей. Можно, например, если с какого-то другого источника переносишь информацию, просто в виде текста скопировать и также в
Home Assistant вставить этот текст, и все. И там сразу появятся все элементы, все конфигурации. То есть это довольно удобно. Ну и не надо, получается, использовать какое-то облачное подключение Home Assistant, которое еще и платно. То есть без всяких проблем все работает и с нормальным полным доступом. Для работы с Zigbee устройствами установлен Zigbee to MQTT. К нему тоже удаленный доступ предоставлен. В интерфейсе Zigbee to MQTT можно просмотреть устройство, активировать режим сопряжения, если надо. Ну, понятно, что если человек не находится на даче, то режим сопряжения он особо и не нужен. Его нет смысла запускать. Но, по крайней мере, отключить его не мешает, если вдруг он был включен и само отключение не произошло. Ну и, в принципе, можно посмотреть все устройства, их состояние, все параметры. Конечно, там нет истории, но основные какие-то вещи такие можно посмотреть. И даже там есть панель для управления этим устройством, то есть можно включать, выключать. В общем, все, что нужно делать. Если, например, в Home Assistant это устройство либо не добавилось по какой-то причине корректно, или не все атрибуты показывает, ну, в общем, все проверить есть такая возможность. Основная сложность возникла с тем, что нет какой-то программки для загрузки туда файлов. Можно сделать там с помощью скриптов откуда-нибудь подтягивать отдельные файлы. Ну, также установили файл-браузер, дополнительно такую утилиту. Она позволяет тоже через веб просматривать все папки, все файлы, копировать их. И также их можно оттуда загрузить на внешний компьютер, там как-то подредактировать и загрузить обратно. Единственное, что при загрузке у них устанавливаются свойства не всегда правильные. И надо там, если это запускаемый файл или еще какой-то такой, то нужно будет там все эти параметры поменять. Это такое небольшое ограничение. Но зато есть полностью возможность, например, все эти файлы видеть, какие-то скопировать конфигурации, бэкапы забрать с этого сервера удаленно. То есть это все тоже довольно неплохо получается. В Home Assistant настроены нужные интеграции. Это установлен HAX для того, чтобы можно было какие-то сторонние еще модули догрузить. Установлен через, собственно, HAX как раз Яндекс, оболочка для работы с Яндекс-станциями. Ну и можно еще и для интеграции с экосистемой Яндекса. Там тоже такой модуль специально установили. Через него это очень удобно, можно любой элемент взять, там, сказать, что он должен быть добавлен в экосистему Яндекса, и он там создастся, и можно будет через приложение Яндекса заходить, управлять можно голосом, через Яндекс колонку тоже управлять. Это довольно удобно получается. Этот модуль, он неплохо развивается, там появились разные возможности, например, можно объединить несколько отдельных датчиков в один объект, если, например, датчик температуры, влажности и там, давления, например, датчик АКАР. Раньше он загружался как 3 разных сенсора, но сейчас можно сделать таким образом, чтобы его объединить в одно устройство, и тогда просто это будет в приложении Яндекса одним устройством, у него будут разные свойства. Но это пока сделать можно только через конфигурационный файл, это не очень удобно, то есть нужен именно будет доступ к файловой системе для того, чтобы там YAM файл можно было подправить. А пока из интерфейса Home Assistant это нет возможности сделать. Для настройки сценариев Home Assistant тоже довольно неплохо все сделано. Какие-то простые сценарии можно вообще без какого-то дополнительного кода написать, просто выбрав там нужные элементы. Например, если по датчику температуры включать, допустим, розетку и выключать, это можно без всяких проблем настроить в сценарии. Ну, единственное, может быть, потребуется создать 2 сценария. Один, который будет на включение работать, когда температура сильно упадет, и второй будет на выключение работать, когда температура вырастет. Ну, а так уже с помощью такого сценария сделана автоматизация управления отоплением для поддержания нужной температуры. Ну и когда на дачу выезжаешь, просто заранее можно включить этот сценарий или просто изменить параметр, например, что целевая температура, допустим, была минимум 5 градусов тепла, а станет, например, 25 градусов тепла. Ну и тогда, соответственно,
этот сценарий просто будет поддерживать уже новую температуру. Ну и сделали еще небольшой сценарий для управления освещением в туалете. Там стоит датчик движения и реле ценов, самое простое. И они, по сути, управляются автоматически при обнаружении движения и также через 90 секунд выключается при прекращении движений. У реле ценов есть еще возможность включаться с помощью обычных выключателей, и там, собственно, такой выключатель стоит. Это тоже довольно удобно. То есть, если по какой-то причине что-то не сработало, или, например, захотелось выключить, то можно и так сделать вручную. Ну и понятно, что и удаленно, если какие-то проблемы возникли, например, там, со связью, еще что-то, то можно будет, если она все-таки остановилась, через Home Assistant отключить. В Home Assistant добавлены еще веб-камеры. Они там показывают картинку, можно посмотреть и поток. Это тоже довольно удобно. То есть не обязательно использовать фирменное приложение от этих веб-камер. Можно прямо через Home Assistant зайти и посмотреть. Ну, а если еще пробросить эту камеру в Яндекс экосистему, то можно будет прямо через приложение Яндекс зайти. И это тоже все работает. Это довольно интересное такое решение, как простым способом сделать просмотр любого там формата камер, то есть, а не только те, которые Яндексом поддерживаются. Ну и поскольку довольно мало встроенной eMMC памяти на сервере Orange P3, то планируется еще сейчас, когда станет потеплее, все-таки приехать там, заменить операционную систему на версию без десктопа, и тогда будет больше свободного места, и можно будет и дальше развивать этот умный дом.